Так, да, давайте я расскажу, что я подготовил. Собственно, хотелось бы провести все это в форме семинара и цикла встреч. Э, Я выбрал некий ряд текстов, которые хотелось бы обсудить. И, по сути, когда я их выбирал, я ориентировался исключительно на то, что мне, э, скажем так, захотелось обсудить именно какие-то конкретные тексты, которые буквально стояли у меня на полке. Это вот Джудит Батлер «Психика власти», которую мы разбирали. Это Рансьер, «Несогласие», это Агамбен, «Суверенная власть и голая жизнь». Это Жижик. Ну и у Жижика у меня пал выбор на возвышенные объекты диалогии. И Дреда. Это «Призраки Маркса». По сути, это тексты, которые мне просто хотелось обсудить, но когда я для себя составил их список, я понял, что их объединяет одно измерение. Это измерение политического, вокруг которого они так или иначе написаны. И здесь я бы хотел начать, наверное, с такого предварительного различия, достаточно, наверное, грубого в каком-то смысле. Но оно мне нужно исключительно из каких-то стратегических соображений. Я бы различил между политической мыслью и мыслью о политическом. Ну и так предварительно можно было бы сказать, что если политическая мысль делает каким-то образом ставку на политическое, как на то, что может быть предметом воздействия или некой областью воздействия, или некой областью действия, областью последствий самой этой мысли, то мысль о политическом это, скорее всего, некая попытка помыслить политическое и помыслить в том числе то, каким образом мы могли бы это самое политическое помыслить. Все эти тексты к этому подступаются совершенно с разных сторон, совершенно по-разному. И меня, наверное, не столько интересует, каким образом эта мысль, ну, скажем так, оформляется концептуально, то есть меня не столько интересует, какую концепцию мы на выходе получаем, сколько, скажем так, то, как эта мысль себя записывает, то, как эта мысль себя записывает в тексте. И для меня это не означает, например, какого-то критического подхода к тексту. То есть это не вопрос о том, как мы могли бы поставить эти тексты под вопрос или усомниться в каких-то допущениях, на которых они выстроены. Хотя, безусловно, там каких-то нюансов, которые вызывают вопросы. Вот пока мы читали Джудит Батлер, было немало. Тем не менее, меня, наверное, интересует не это. Опять-таки, когда я готовился к Джудит Батлер и обсуждению ее работы «Психика власти», у меня не было представления о том, что так или иначе у меня получится как-то вообще связать воедино рассуждения вокруг этих текстов. Несмотря на то, что они так или иначе какими-то мотивами могут быть связаны задним числом, а может быть даже и не только задним числом, тем не менее я вообще не рассчитывал на какую-либо связь именно в рамках своих встреч. Но подступившись к тексту Батлер и задавшись некоторыми вопросами, я подумал, что, наверное, мне хотелось бы развить некоторые гипотезы, связанные с ее текстом. Соответственно, как я вижу, ну, скажем так, то, чем я не буду заниматься, это просто излагать ту или иную мысль, опять-таки. То есть мне не столько интересно сидеть и пересказывать Батлер, Ансьера, таких пересказов без меня достаточно. Все они так или иначе разной степени удовлетворительности, можно еще не в скобочках добавить. Также
я бы не хотел ставить перед собой задачу какой-то критики. И более того, вот когда я сейчас приступлю к изложению того, о чем я хотел, с чем я хотел поделиться, там, скажем так, будет некоторое следствие из того, что я скажу, которое предполагает, что некоторая критика, ну, наверное, ее стоит подвесить или приостановить на какое-то время, поскольку, скорее всего, иначе не получится мне поступиться к этим вопросам. Ну, я бы эти вопросы хотел развить дальше, за пределами Батлер, скорее всего. На подступах к Жижику и Дорида я даже не знаю, там, что с этими вопросами произойдет, но, скорее всего, в связи с Рансьером и Агамбаном что-то получится сделать, куда-то продвинуться. Соответственно, мне, как я изначально вообще видел свою задачу, это, отталкиваясь от прочитанного, отталкиваясь от каких-то мест текста, даже не столько текста в его целостности гипотетической, сколько в каких-то конкретных местах неоднородных текста, отталкиваясь от них, сформулировать какие-то дополнительные гипотезы, рассуждения, вопросы, то есть попытаться посмотреть, что еще можно было бы обсудить после того, как, скажем, та же Батлер сформулировала свои вопросы и написала свой текст в том или ином месте. И, скажем, для меня это означает, ну, как минимум два варианта, как можно подступиться таким образом к тексту. Первый вариант, скажем, там, где Батлер оставила свой текст, ну, условная Батлер, опять-таки здесь Батлер — это, по сути, подпись. Там, где текст, скажем так, в своих вопросах был вынужден остановиться, я мог бы, допустим, некоторую линию продолжить, возможно, в том же направлении или в каком-то смещенном. И второй вариант, когда текст не продолжается в том месте, где он был оставлен каким-то образом, а подвергается какому-то пересечению. Пересечению это означает, что... Это не означает, опять-таки, критики. Это означает, что я просто двигаюсь поперек текста, скажем так, из другого места и в другом направлении. Вот. Что не ставит под вопрос движение самого текста, но скорее предполагает какой-то его, как мне кажется, достаточно специфический анализ. Так, ну это вот что касается, наверное, каких-то предварительных вещей. И, собственно, я, наверное, перейду к основной части, связанной с Батлер. Как я и говорил до этого, когда рассказывал про этот семинар, я буду так или иначе вводить в контекст. То есть у меня нет основной задачи просто пересказывать Батлер, но так или иначе для того, чтобы поставить какие-то вопросы, мне необходимо обратиться к, скажем так, ходу ее рассуждения. Соответственно, я просто возьму ее текст в том месте, где он начинается. И начинается он с вопроса о формировании субъекта и его связи с подчинением. По-английски это subjection, который у нас иногда переводится как субъекция, то есть просто-напросто не переводится. А по сути, subjection переводится как подчинение. И Батлер ставит вопрос о том, что субъект не просто подчиняется каким-то механизмам, а поскольку Батлер обращается к разным, опять-таки, ресурсам, как мы могли бы сказать, структуралистским, допустим, ресурсам мысли Фуко или Альтюсера, она формулирует конкретное подчинение, допустим, подчинение отношениям власти или механизмам власти в случае с Фуко. Так вот, вопрос здесь ставится таким образом, что субъект не просто подчиняется отношениям власти, допустим, как нечто сформированное отдельно, но, по сути, является результатом этого подчинения. То есть подчинение
как некий механизм властных отношений, в своем результате имеет субъекта. То есть субъект является результатом самого механизма subjection. И Батлер здесь указывает на то, насколько субъект в таком виде оказывается зависимым от этих механизмов. То есть он не просто подключается к ним, он как бы из них в каком-то смысле выпадает. То есть он даже не столько в них вступает, сколько из них выходит подчиненным. И она дальше по ходу рассуждения, это все в самом начале, в введении, говорит о том, каким образом субъект вступает в эти отношения. Он вступает в них через фигуру обращения на самого себя. Субъект обращается на самого себя, дальше она по тексту книги обращается опять-таки к ресурсам мысли того же Ницше, Альтюсера, и говорит о том, что этот оборот на себя, собственно, и является в каком-то смысле субъектом. Тут можно было бы уточнять, до какой степени субъект есть этот оборот, либо он опять-таки является чем-то из этого оборота вытекающим, выпадающим, результирующим. И дальше она переходит, собственно, к своей идее, к идее страстной привязанности к подчинению. Страстной привязанности к подчинению, вот к этому самому механизму, который субъекта порождает. Страстная привязанность, по сути, это концепт самой Джудит Батлер. Она показывает, что эта страстная привязанность, о которой, опять-таки, нередко говорят в разных смыслах, и очень часто говорят об этой привязанности как о чем-то таком, что субъекта как будто бы ставят в невыгодное положение с точки зрения даже самого теоретика. То есть субъект, привязанный к подчинению, как будто бы заслуживает чуть ли не какого-то сатирического осуждения. Субъект, который, как у Чехова, например, раболепствует перед властью, тем самым к ней привязываясь к собственному подчиненному положению. Вот Батлер это рассуждение, скажем так, критикует и предлагает посмотреть на эту страстную привязанность иначе. Опять-таки, страстная привязанность как некий механизм, который скорее даже навязывается субъекту, в том числе, опять-таки, с точки зрения его существования. Она говорит о том, что субъект вынужден привязываться к своему подчиненному положению, поскольку иначе перед ним стоит альтернатива вовсе не существовать. Субъект выбирает существовать в подчинении, привязываясь тем самым к своему положению, и обнаруживает себя в неком зависимом и уязвимом положении в этой связи. Поэтому для субъекта, по сути, быть и подчиняться — это тождественные вещи. Существовать и подчиняться — это тождественные вещи. И здесь Батлер переходит к некоторому вопросу, который как раз меня и наталкивает на то, чтобы на предложенное Батлер рассуждение посмотреть несколько иначе. Во-первых, я даже несколько вернусь назад к тому, о чем она говорила. Она говорила о том, что троп обращения на себя, некоторая фигура обращения на себя является чем-то, что субъекта производит, и в каком-то смысле даже самим субъектом и является. По сути, субъект является этим обращением на себя. И она говорит о том, что этот троп подводит к некоторому вопросу. Вопросу, связанному с тем, каким образом уже мы, концептуализируя и теоретизируя по поводу формирования субъекта, обращаемся с некоторыми понятиями. В частности, в данном случае она задается следующим вопросом.
субъект CLI, ну то есть подчинение, subjection, каким-то образом инициирует тропологию, то есть, собственно, вот этот троп обращения на себя, или же инициирующая работа тропов с необходимостью возникает, когда мы пытаемся дать объяснение возникновению субъекта. То есть о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что с одной стороны у нас есть описание формирования субъекта через подчинение, и описание это опирается на понятие тропа. При этом мы предполагаем, что и сам субъект является тропом. То есть здесь перед нами возникает такая перспектива, где предмет описания в виде тропа и язык описания как будто бы дублируют друг друга. И дальше по тексту Батлер также в некоторых местах прерывает свое рассуждение и указывает на то, что субъект, опять-таки, как понятие, возникает из лингвистической категории, из языковой категории. Ну и опять-таки в английском языке subject, это, по сути, подлежащее. Здесь можно было бы задаться вопросом, до какой степени и в каком смысле о лингвистическом и языковом говорит Батлер. Но на самом деле это не так важно, поскольку мне интересней то обстоятельство, что перед нами опять-таки инструмент и предмет описания как будто бы зеркалят. То есть перед нами ситуация, когда мы пытаемся писать субъекта на языке понятия субъекта. И мой вопрос связан с тем, как с таким удвоением можно было бы обойтись. И, скажем так, та гипотеза, которую я хочу развить, попытаться развить сегодня, только, скорее всего, предварительно, а в дальнейшем, может быть, пытаться извлечь из нее что-то еще, связанное с тем, как выглядит сцена текста, в том числе сцена текста Батлер. Под сценой здесь я, скажем так, могу понимать расстановку означающих. Сцена — это расстановка означающих, по сути. И меня интересует то, каким образом означающие в теоретическом тексте могут быть расставлены и соотноситься с тем, что предположительно является предметом этого теоретического текста. Ну, в данном случае, например, субъект. В данном случае субъект. И, соответственно, как можно было бы с этим вопросом обойтись? Я, наверное, подступлюсь к нему через одну иллюстрацию, которая тоже в свое время меня натолкнула на эти мысли. Иллюстрация из лакановского семинара, связанного с тем, как субъект соотнесен с означающим. В общем-то, те идеи, которые излагает Батлер, связанные с подчиненным положением субъекта, даже если мы это формулируем каким-то более сложным и тонким образом, когда мы говорим, что субъект не просто подключается к подчинению, скажем так, из него результирует, является продуктом этого механизма, так или иначе мы заставим субъекта в подчиненном положении. В положении подчиненном, зависимом, как говорит Батлер, уязвимом. И здесь у меня возникает вопрос о том, как организована сама сцена такого описания. То есть, по сути, перед нами как будто бы две сцены. Предположительно, две сцены, которые мы могли бы различить. Одна сцена — это та, на которой мы видим, как субъект формируется и оказывается подчиненным. И другая сцена — это сцена, собственно, батлеровского текста, где она сама описывает этого субъекта как формирующегося в подчинении. То есть, по сути, перед нами некий текст, которому необходимо, чтобы субъект сыграл
какую-то определенную роль в ходе теоретического рассуждения. То есть, чтобы субъект разыграл себя на сцене самого теоретического описания как субъект подчиненный. И здесь возникает вопрос о том, насколько мы могли бы вообще эти сцены различать и в какой степени и на каком уровне они могли бы оказаться неразличимы. Так вот, иллюстрация из Лакана следующая. Лакан в одном месте замечает, что рассказ о подчиненном положении субъекта, в том числе по отношению к означающему, а это, в общем-то, опять-таки, один из основных, ну, скажем так, тезисов Лакана, субъект является эффектом означающего, эффектом подчиненным. Так вот, Лакан замечает, что сам этот рассказ в какой-то степени организован садистическим фантазмом. Садистическим фантазмом в том смысле, что субъект предстает в таком описании, как некая игрушка внешних сил, как нечто такое, что претерпевает. И в данном случае, допустим, в тексте Батлер субъект претерпевает от властных отношений. Он претерпевает в своем формировании, то есть он подчиняется, он оказывается в зависимости, в уязвимости в том числе с точки зрения своей страстной привязанности к подчинению, поскольку ему приходится выбирать как будто бы подчинение, поскольку иначе бы он перестал существовать как субъект. И это в том числе говорит о его уязвимой позиции. И здесь возникает вопрос, до какой степени перед нами две разные сцены. Та, которую мы усматриваем теоретически, пытаясь описать этого субъекта в качестве предмета нашего теоретического описания, и другая, та, на которой мы расставляем определенным образом означающие в собственном тексте. Ну, в собственном, в кавычках, в тексте Батлер, допустим. Каким образом означающие оказываются расставлены так, что перед нами как будто бы две сцены, и вопрос об их различии потребовал бы определенных ресурсов концептуальных. Ну, например, мы могли бы задаться вопросом о том, не только что побуждает субъекта, допустим, формироваться в подчинении, некоторая страстная привязанность и так далее, но и могли бы задаться вопросом о том, что организует текст Батлер, что для ее текста является организующим принципом в связи с тем, что в своем тексте она разыгрывает определенную сцену с этим субъектом. То есть ей необходимо, чтобы субъект подчинялся. Но если мы будем ставить вопрос таким образом, то на самом деле, как мне кажется, мы потеряем из виду уровень сцены этого текста. Поскольку иначе нам предстоит тогда ввести какие-то иные термины. Допустим, мы могли бы задаться вопросом о том, ну, если говорить на лакановском языке, допустим, какое желание или какая тревога или какое наслаждение организует батлеровский текст. Как если бы был некий организующий принцип, пускай он даже не, скажем так, не размазан ровным слоем по всему тексту, даже если мы обнаруживаем эти элементы в качестве неких эксцессов в том или ином месте, так или иначе нам приходится вводить некоторый терминологический, теоретический аппарат, который, в свою очередь, вызывает вопрос о том, на какой сцене сам он располагается. Поскольку здесь нам, так или иначе, мы вынуждены предположить, что такие измерения, как желание или тревога или наслаждение, это что-то такое, что стоит за текстом Батлер, его организует, некая скрытая часть. И даже если мы таким образом это не формулируем, даже если мы не предполагаем, что это что-то, что скрывается за текстом, пускай даже это будет что-то, что записано на некой внешней или экстимной части этого текста, не суть. Дело в том, что нам в таком случае необходимо организовать другую сцену, на которой окажется субъект
батлеровского письма, и он каким-то образом будет действовать. Например, действовать исходя из собственного желания или наслаждения, или тревоги и так далее. То есть, таким образом, то измерение, на которое я бы хотел указать, как мне кажется, ускользнет от внимания. И поэтому будет трудно, допустим, это измерение концептуализировать таким образом, приписав тексту Батлер некоторую субъектность, которая опять-таки организуется в этом тексте. Мы выстраиваем еще одну сцену попросту. Точно тоже относится и к попытке, допустим, батлеровский текст покритиковать. И я бы даже хотел указать на некоторые места в самом ее тексте, где такая критика срабатывает, опять-таки, определенным образом через сцену, которую она организует в своем тексте. Ну, она очень условно. Та сцена, которая в этом тексте организуется, скажем так. Как раз-таки в том месте, где она говорит о том, что страстная привязанность зачастую описывается в качестве чего-то субъекта, ну, скажем так, ставящее в невыгодное положение. На субъекта в этом случае перекладывают ответственность за его уязвимое положение. Скажем так, он сам виноват. Он желает и любит подчиняться, поэтому это полностью его ответственность. Это дело, скажем так, его собственных рук. Он сам в этом виноват. И, опять-таки, вспоминая различные литературные произведения, можно действительно указать, что такой ход существует. И Батлер его прерывает. Опять-таки, мы могли бы задаться вопросом о том, какие сцены уже в свою очередь здесь разыгрываются. Перед нами, опять-таки, сцена с субъектом. Субъект, который желает подчиняться и сам в этом виноват, сам ответственен за это. Батлер, скажем так, разыгрывание этой сцены прерывает. Она говорит о том, что так субъект в данном случае играть не будет. И предлагает некоторый иной поворот этого розыгрыша. Она предлагает посмотреть на эту сцену иначе, где субъект, скажем так, вынужден привязаться к механизмам подчинения, к властным механизмам. То есть перед нами, опять-таки, некое столкновение двух сцен, одна из которых приостанавливает действие другой. И в этом смысле критика Батлер, как мне кажется, обернулась бы чем-то подобным. То есть если бы мы стали критиковать Батлер, например, говорить о том, что ее описание где-то недостаточно, где-то хромает, где-то опирается на какие-то допущения, которые мы могли бы поставить под вопрос, мы вынуждены были бы опять-таки обойтись Батлер таким же образом. Мы вынуждены были бы приостановить ту машинерию, то действие, которое разыгрывается в ее тексте, чтобы предложить какое-то иное действие, иное описание, чтобы предложить иной способ существования субъекта на этой теоретической сцене. И я бы хотел подчеркнуть, что речь идет именно о сцене теоретического описания. То есть, когда Лакан говорит о том, что субъект как игрушка означающих, по сути, это отсылает к мему про тюрьму языка, да, субъект как некий заложник языка, как заложник означающего. В каком-то смысле сам этот рассказ является частью садистического фантазма, который ставит субъектов в некое зависимое положение. Здесь, опять-таки, мы имеем дело с введением некоторого терминологического аппарата, например, садистический фантазм. То есть мы могли бы рассматривать это так, но я как раз предложил бы на какой-то момент, по крайней мере, чтобы подступиться к рассмотрению того уровня сцены, на который я претендую, отложить в сторону. Поскольку здесь, опять-таки, нам необходимо выстроить сцену, на которой у нас есть статистически фантазирующий субъект. И здесь у нас возникает вопрос уже к данному описанию. Как разыгрывается именно это описание, которое выводит на сцену садистически фантазирующего субъекта. Что в таком случае он на этой сцене делает? То есть, так или иначе, теоретическое описание предполагает создание некоторой сцены записи.
И при этом возникает вопрос, до какой степени эта сцена соотносится с тем, что предположительно выступает предметом описания. То есть мы как будто бы, ну, опять-таки, здесь есть некоторый вариант обращения с этим вопросом, который заключается в том, что мы как будто бы переносим внимание. Мы теперь не занимаемся тем, о чем пишет Батлер, как если бы нас больше не интересовало то, что она описывает, как если бы нас больше не интересовало, как там формируется субъект, действительно ли он формируется в подчинении или нет. И мы как будто бы переносим внимание на какую-то другую сцену. Но я бы предположил, что так сделать не получится, поскольку до конца непонятно, насколько эти две сцены, опять-таки, различимы. То есть, насколько мы можем различить одну сцену и другую, чтобы перенести внимание с одной на другую. Поскольку до конца непонятно, какой именно субъект перед нами. Тот, который Батлер описывает, или тот, скажем так, который участвует в действии на сцене ее письма. До какой степени, пользуясь, допустим, понятием подчиненного субъекта, субъекта зависимого от означающего, мы и описываем, и в то же время разыгрываем некоторое описание. Здесь я бы не стал ставить под вопрос само описание, как нечто такое, что больше нас не интересует, поскольку в данном случае перед нами некоторая неразличимость двух уровней. И я бы эту неразличимость как раз и хотел каким-то образом освоить, задав вопрос о том, что из себя представляет эта самая теоретическая сцена. Да, ну еще, наверное, я бы мог добавить, что есть, опять-таки, различные способы обращения с подобными вопросами. Например, это вопрос о двух субъектах. Мы могли бы предположить, что перед нами два субъекта, как Лакан их описывает: субъект содержания, субъект акта высказывания. Но я полагаю, что и этого здесь нет, поскольку речь идет не о субъекте акта высказывания. То есть, когда я говорю о том, каким образом субъект разыгрывает свое действие в тексте Батлер, речь не идет о субъекте ее акта высказывания. Это не субъект ее акта высказывания, поскольку, опять-таки, вводя субъект на уровень акта высказывания, нам приходится предполагать и за ним некоторое действие и некоторую сцену, на которую он действует. То же самое, в общем-то, предполагает Лакан. С одной стороны, перед нами есть некоторое содержание высказывания, на котором субъект может быть представлен, допустим, местоимением «я», и ему может быть приписано некоторое действие. И с другой стороны, перед нами есть субъект акта высказывания, который может быть представлен, ну, как Лакан приводит пример, скажем, частицей «не». Я боюсь, как бы он не пришел. И это «не» отсылает к некоторому иному действию, скажем так, субъективности на другом уровне. Но и здесь, для того, чтобы описать этого субъекта на уровне акта высказывания, нам приходится предположить целую и ввести целую машинерию терминологического аппарата. Нам приходится ввести, опять-таки, целую сцену. И здесь опять возникает вопрос о том, насколько отличен субъект акта высказывания в качестве предмета описания от субъекта акта высказывания, который разыгрывает свое действие в тексте. Здесь есть определенная неразличимость, как если бы перед нами был один и тот же субъект, но на двух разных сценах. То есть это не два субъекта в одном высказывании на разных уровнях, но это один и тот же субъект, при этом действующий на двух разных сценах, да. Ну, собственно, здесь я бы сделал паузу. Если есть какие-то вопросы или идеи. Всегда ли является скажем, я задаю вопрос,
тут уже получается или тебе, или тому субъекту, которому мы мыслим в качестве подписи, батлер, да, то есть всегда ли является этот дополнительный уровень описания, создания сцены, на которой такой субъект мог бы разыгрывать свое становление в качестве подлежащего, да, всегда ли оно является, вот по твоему мнению, или по мнению того, о ком мы говорим сегодня, могло бы являться именно таким производным садистического фантазма. Я понимаю, что я сейчас нарушаю логику твоей мысли, но тем не менее, как будто бы и Лакан, высказываясь о субъекте, реализует свой лакановский садистический фантазм, и Батлер, высказываясь о субъекте, реализует свой батлерианский садистический фантазм. И как будто бы любая, я так понял, что любая теоретизация по поводу субъекта современности, например, является отправлением такого садистического представления, той части фантазии, да, где субъект оказывается игрушкой в руках высших сил. Здесь еще мне пришло в голову вот соотнесение с ну вот гностической мыслью, да, там где вот манихейство, да, где тоже субъекты, человек всегда предстает таким подлежащим, да, вот, является заложником каких-то действий, игр, да, космических энергий, да, или божеств. Вот как здесь вот посмотреть на это? Так, вопрос еще раз про фантазм. Вопрос, то есть, да, является ли любая форма теоретического обращения с неким объектом описания, садистическим таким, ну вот просто как бы мы о Лакане еще говорим, да, с таким реализацией садистического фантазма. Угу. Ну да, я опять-таки взял это в качестве примера, примерно того, каким образом можно было бы ввести некоторую гипотезу. То есть мы могли бы ввести гипотезу желания. Желание, опять-таки, садистического. Здесь перед нами разыгрывается такое желание. Но в таком случае, опять-таки, возникает вопрос. Мы описываем субъекта, который садистически фантазирует о подчинении. И возникает вопрос, до какой степени нам необходимо и на какой степени мы вынуждены вторично его выводить опять на сцену в качестве того субъекта, который будет действовать в нашем описании, то есть на уровне самого описания. С одной стороны, мы не можем, допустим, отказаться от этой гипотезы на том основании, что мы перенесли внимание на какую-то другую сцену. Мы дальше можем предполагать, что действительно перед нами некое разыгрывание фантазма о подчиненном положении субъекта по отношению к каким бы то ни было механизмом отношения власти или механизмом означающего, или механизмом, допустим, того, что, скажем, Derrida называет письмом, и так далее, и так далее. То есть как будто бы это общая структуралистская такая гипотеза о подчиненном положении субъекта, о неспровержении субъекта. Но опять-таки, когда мы говорим о неспровержении субъекта, до какой степени нам необходимо его не спровергать в своем тексте, чтобы ввести эту гипотезу. То есть нам как будто бы для того, чтобы ввести некоторую описательную гипотезу, необходимо подвергнуть субъекту тому действию, которому он уже подвергался, предположительно, до нашего описания. Он уже как будто бы фантазматически разыгрывал вот это подчинение субъекта как некоторой игрушки внешних сил, и нам необходимо ввести этого субъекта в своем описании, чтобы он уже в нашем тексте эту сцену разыграл. Вот, поэтому мой вопрос связан именно с этим. То есть, на самом деле, может быть, и не так важно, а с другой стороны, в какой-то степени важно,
какую гипотезу именно мы выдвигаем. То есть как будто бы мы не отказываемся от таких гипотез, но с другой стороны, для осуществления этих гипотез, для того, чтобы эти гипотезы рассказать, нам необходимо рассказывать также и о субъекте еще раз. Как если бы за субъектом уже был закреплен некий рассказ о его становлении, и нам необходимо было бы его рассказывать еще раз, для того, чтобы этот рассказ вывести на теоретическую сцену. И тогда возникает вопрос, как организован этот второй рассказ? Организован ли он таким же образом? Допустим, можем ли мы сказать, что, в общем-то, между этими двумя подчинениями, эти два подчинения практически неразличимы. Мы не можем сказать, что это каких-то два разных подчинения. Но с другой стороны, они как будто разыгрываются два раза. Один раз субъект подчиняется каким-то механизмам, и во второй раз он подчиняется там, где мы заставляем его подчиниться в собственном описании, где нам необходимо для его описания, чтобы он разыграл подчиненную роль по отношению к этим механизмам. Находится ли здесь фантазм на стороне, допустим, первого рассказа или второго? Возможно. Но так или иначе это не устраняет, с одной стороны, различия между двумя этими повествованиями, и с другой стороны, их неразличимость. То есть неразличимость не предполагает, что мы различия утрачиваем, но скорее у нас нет средств на это различие указать. Поскольку как будто бы перед нами одинаковая история. Одинаковая история, которая прокручивается два раза. И мы не можем отказаться ни от первой, ни от второй. Но не получается ли так, что просто для того, чтобы нам сделать нечто исследователю, сделать нечто объектом или предметом, да, объектом в данном случае, да, теоретического исследования, ему нужно вначале это нечто, например, в данном случае субъекта, просто наделить объектальностью. Да, а наделить объектальностью можно только посредством применения к нему вот такой операции. То есть нам нужно еще раз сделать его подлежащим, да, чтобы он, например, принял каким-то образом это, совершил на этой сцене разыгрывания жест принятия, да, этой объектальности, неважно, добровольным или же неотвратимым образом, да, то есть вот как будто здесь мы сталкиваемся с дискурсом науки. Да, наука что-то должна сделать своим объектом, для этого это как бы стык, да, получается, что здесь мы имеем дело не просто с дискурсом науки, а со стыком дискурса науки и, например, того дискурса структурализма, да, который пытается применить Батлер, или там дискурса философского, или вот, например, опять-таки мы и психоаналитический дискурс, то есть это опять-таки вот это сочленение, да, вот этих разных измерений, да, которое и порождает вот то, что мы сейчас как будто пытаемся схватить, а схватить мы пытаемся какого-то субъекта уже не просто как субъекта становления или субъекта батлерианского субъекта, разыгрывающего свое становление, а вот как как нечто, что вот проступает, да, вот на стыках вот сочленения вот этих всех дискурсов, да, вот как будто бы вот это мы хотим схватить и не можем схватить, да, вот не можем определить ту точку, да, или где вот это вот выворачивается все, да, наизнанку, то есть сама вот эта то есть у твоей мысли тоже ведь есть такой объект, который ты характеризуешь или формулируешь в качестве вопрошания, да, то есть можем ли мы, то есть ты ставишь вопрос, и тем самым как будто бы вот пока что наша неспособность на него ответить, она и является таким тоже своего рода субъектом подлежащим.
Ну да, да, я согласен. Но в таком случае я, скажем так, об этом вопросе уже поставить не смогу, потому что, ну, мне необходимо вынести это за скобки для того, чтобы приступить к собственному рассуждению. Мне нужно вынести за Мгм. скобки и, скажем так, не учитывать э, то, что мне также необходимо организовать некоторую сцену собственного описания. Э, Да, но я здесь уже, Мгм. скажем так, к ее описанию приступить, наверное, не смогу. Пока я, в общем-то, рассуждаю. А про научный дискурс, что ты имел в виду? Ну что, научный дискурс, в отличие от, скажем, структурализма или психоаналитического дискурса, да, он что-то должен наделить функцией объектности, что-то функция, то есть как бы, ну, психоаналитическое, например, или структуралистское рассмотрение говорит, что у нас как бы мы не можем выделить, где здесь субъект, где объект. Вот на самом деле субъект, он никогда не субъект, он тоже такое подлежащее, и в этом смысле он тоже объект, и вот эта переходность, и вот эта неуловимость этого субъекта в том смысле, где мы не можем никогда сказать в той или иной конкретной точке, субъект же он или объект. Да, вот тут он вывернут экстимность, это, да, он вывернут всегда наизнанку по отношению к самому себе, да, к своей функции. То есть это, в общем, это и не инструмент, и не объект, это и не активно действующий, да, это и подвижное соединение какое-то просто, да, это просто функция, а функция это не субъект, потому что субъект это же функция, а функция это уже не субъект и так далее. И наука разбирается с этим как бы, ну, достаточно по-своему, то есть наука так или иначе вынужден, исследователь, ученый, биолог там или кто, он вынужден заявить о том, что вот мы это те, кто исследует, мы те, кто применяем инструментарий научный, а вот есть объект, и это однозначно объект, он всегда объект, то есть он должен быть стабилен в функции вот этого вот подлежащего объекта, а мы стабильны как исследователи, да, в функции исследователя, да, вот, и в этом смысле там вопрос снимается, как бы в научном дискурсе вопрос снимается. Мы наделяем нечто объектальностью, но для того, чтобы нам наделить нечто объектальностью, нам надо его сформулировать как вот эту амебу или просто-напросто организм, механизм, да, э, э, который не имеет, соответственно, э, субъектности, не имеет бессознательного, не имеет души, например, да, это просто как бы, да, как врач, который подходит к организму человека, как просто к машине, к механизму, да, например. Поэтому Ну он да, я понял. врачом и может являться. Да, но ведь тут же мы тот же вопрос можем поставить. До какой степени тот объект, который лишен субъектности, на самом деле субъект, наверное, здесь до какой-то степени является необходимым примером, опять-таки для меня. Я, может быть, даже предположил, что речь не обязательно должна идти о субъекте. Ну, как будто бы опять здесь сам язык описания нам подсказывает, что если на сцене кто-то действует, мы его нарекаем субъектом. Хотя это совершенно не так. Ну, это не обязательно так. Это может быть какой-то иной термин. Хотя Батлер обращает внимание на то, что именно понятие субъекта играет специфическую роль в том описании, которое предлагается в отношении субъекта же. Но, как мне кажется, не всегда здесь может, не всегда здесь необходимо говорить о субъектности, как о чем-то таком, что необходимо для текста в качестве элемента, который будет участвовать в этой сцене. Сцене как расстановке, опять-таки, означающей, которая будет подключаться к некоторому действию на этой сцене. И то же самое можно было бы задать вопрос и в связи с тем, как ты преподнес научный дискурс, поскольку объект, который бы как будто описывается бессубъектно, также, с одной стороны, как будто бы существует на своем собственном уровне, а следующий момент, он
оказывается затребован в научном тексте, чтобы сыграть свою роль в нем. И здесь также возникает вопрос о том, насколько это две разных роли. То есть насколько мы могли бы различить одну роль и вторую. Насколько тот же субъект, если возвращаться к материалу Батлер, который подчиняется некоторым механизмам, подчиняется, скажем так, первый и второй раз, разыгрывает две разных роли. Либо это одна и та же роль, разыгрываемая опять-таки два раза. И я бы здесь еще дополнил то, что я говорил, поскольку необходимо продолжить описание Батлер для того, чтобы дальше развернуть эту сцену. И опять-таки это будет связано с последующими текстами, которые я бы хотел обсудить. Батлер на этом не останавливает ведь описание формирования субъекта. Она не довольствуется тем, что субъект просто-напросто занимает подчиненное положение. Опять-таки, субъекту в ее тексте необходимо сыграть еще один акт, в котором он от этих властных отношений претерпев, сможет двинуться куда-то дальше. И она, опять-таки, задействует различные ресурсы. В данном случае это и Фуко, и Альтусер, и Ницше, и Фрейд. И говорит о том, что механизмы, которые субъект формируют его, скажем так, не до конца. Они формируют его не до конца. И более того, эти механизмы, у которых как будто бы есть некоторая цель, хотя, опять-таки, мы приписываем исключительно задним числом, это цель создания субъекта, как если бы эти механизмы во имя подчинения субъекта и существовали. Так вот, эта цель по подчинению субъекта, по формированию, скажем так, полностью подчиненного субъекта никогда не достигается до конца. И более того, эффектами срабатывания этих механизмов, формирующих субъект, является нечто непредсказуемое для самих этих механизмов власти. То есть механизмы власти, которые формируют субъект, производят на стороне субъекта нечто такое, что от самих этих механизмов в какой-то момент будет ускользать. Будет ускользать и сможет на стороне субъекта сыграть некую роль сопротивления в отношении этих механизмов. То есть это что-то такое, что после формирования субъекта может остаться. Что-то, что останется неподконтрольным этим механизмом, то есть что-то, что окажется неподчиненным этим механизмам. Здесь также можно было бы задаться вопросом о том, до какой степени перед нами, опять-таки, не только сцена, на которой субъект формируется, и затем, скажем так, на его стороне оказывается некий остаток от его формирования, который мог бы сыграть некую дезорганизующую роль по отношению к механизмам, которые вы сформировали. Но также и до какой степени перед нами сцена этого текста, на которой субъект совершает операции с этим остатком. То есть до какой степени операцию с этим остатком, который может быть в виде операции сопротивления, но на самом деле совершенно не обязательно, просто в данном тексте это так, до какой степени операция с этим остатком совершается субъектом, о котором Батлер говорит, который был сформирован, до такой степени операция с этим остатком совершает субъект в ее тексте. До какой степени необходимо, чтобы субъект на этой сцене операции с этим остатком совершал. До какой степени этому субъекту предстоит сыграть в теоретическом тексте эту роль. И это также вопрос, который подводит к последующим текстам. Это в том числе вот то связующее звено, как мне кажется, между Батлер и, скажем, Агамбаном, где можно обнаружить некоторые подобные операции. Я сейчас подумал о психоаналитической, о гневе психоаналитических институций. Вот здесь психоаналитик ускользает от жерновов психоаналитической институции в акте попирания психоаналитической этики. Да, вот. Угу. И, Да, тем, и тем самым
Да-да. и тем самым заставляет эту институцию дальше продолжать свое существование, потому что она же должна покрыть да, каким-то образом этот остаток ускользающий. И вот здесь воспроизводство психоаналитического, например, метода, да, оно, или психоаналитической процедуры, как говорится, оно получает дополнительную импульс, да, для дления своего существования. Да. То есть система власти сама заинтересована в том, чтобы от нее ускользало что-то. Как, например, капиталистическое, как капитализм заинтересован в том, чтобы был кризис капитализма, да, Да, и да, так но и далее. здесь возникает вопрос, до какой степени сам текст заинтересован в том, чтобы субъект ускользал от, скажем, некоторых отношений, которые его сформировали. То есть до какой степени текст сам заинтересован в том, чтобы сначала субъекта подчинить этим отношениям, а затем дать шанс ему, скажем так, скрыться. Но и опять же, здесь меня беспокоит вопрос о том, какие ресурсы можно было бы использовать для того, чтобы этот вопрос сформулировать. То есть если мы его продолжим, возможно, нам придется также ввести некоторые теоретические гипотезы. Опять-таки, об организующем принципе. То есть, когда мы задаемся вопросом о том, до какой степени самому тексту необходимо, чтобы субъект подчинялся для его описания, мы можем уйти к вопросу о вот этом самом организующем принципе, который бы описывался, скажем, на языке желания или чего-то подобного, которое, что срабатывает в тексте, что-то, что движет текстом, при этом с самим текстом как будто бы не совпадая. Но я бы предположил о том, ну, я бы предложил, по крайней мере для себя, рассматривать эти механизмы через сцену как расстановку означающих. То есть буквально достаточно того, каким образом эта сцена расставлена в самом тексте. Достаточно тех означающих, на которых эта сцена выстроена и сконструирована. Если вводить какие-то дополнительные означающие, дополнительные гипотезы, например, в виде стилистического фантазма или чего-то подобного, необходимо в том числе и это включать в эту сцену. То есть вопрос здесь не остановится. То есть нам так или иначе нужно все происходящее от начала до конца поместить в один план происходящего. Как бы, ну, Ну, скажем. скажем так, когда мы хотим теоретизировать, когда мы хотим концептуализировать, допустим, субъекта. Наверное, эта тема какая-то, ну, так или иначе, неотвратимая, как будто бы неспровержение субъекта в эпоху структурализма, только об этом субъекте неспровергнутом заставляет нас говорить. Но пускай будет эта тема, допустим. Я не думаю, что от нее, допустим, надо уходить. Но возникает вопрос, до какой степени мы теоретическим инструментом создаем эту сцену. Вот. Но мне Это даже не то, что дополнительную сцену, опять-таки, я бы подчеркнул, что здесь не совсем эти две сцены различимы. То есть вообще не до конца понятно, две ли это сцены, на которых субъект подчиняется и еще раз подчиняется в описательном тексте. Я бы оставил гипотезу, допустим, теоретическую, где мы предполагаем, что субъект формируется через механизм подчинения, а затем совершает операцию с остатком. Допустим, так оно и есть. Если мы будем, допустим, эту схему критиковать, нам опять-таки придется ввести какую-то иную расстановку сил. Нам придется ввести иную расстановку означающих, на которой, скажем, субъект будет действовать как-то иначе. Он не будет формироваться через подчинение и совершать операции с остатком. Да, но тогда возникнет вопрос, до какой степени нам в другом тексте необходимо, чтобы субъект действовал как-то иначе. То есть здесь, допустим, я не буду идти через критику вот этой схемы. Пускай эта схема будет рабочей гипотезой. Но до какой степени этой рабочей гипотезе необходима сама эта схема? Вот таков мой вопрос. Мне кажется, что вот если мы вводим две как бы сцены, например, или три сцены, мы как бы здесь настаиваем на сильной связи, а вот где мы помещаем все
в единый план происходящего, там, скажем, имманентный план самому себе, то мы здесь как бы переходим к гипотезе слабых связей. Вот то, о чем писал Смолянский. Писал Смолянский в книге в своей работе «Исчезающая теория». Да, здесь как бы вопрос Возможно, да, но я переключить. опять-таки до конца не уверен, что мы можем различить две сцены или одну сцену. Я до конца не уверен, что я могу сказать точно, это одна сцена или две. Или это одна сцена, которая повторяется. И если она повторяется, в своем повторении, она повторяется как одна, или это повторение производит некоторое удвоение в своем повторении этой сцены. Но сцена как будто бы выглядит одинаково. Не связана ли здесь специфика устройства плана означающих с тем, что существуют такие лакуны, которые должны быть подвержены счету? Так, например, субъект, который может считываться как менее или более угнетенный, или менее или более подчиненный, объясняющий угнетение теоретической гипотезе. Как, с другой стороны, это, скажем, может быть сцена более или менее всеохватывающая. Таким образом, если все-таки это рассматривать имманентно, то есть в русле того, что под имманентной критикой обрисовывает Делез, как разницу между ложной критикой, с одной стороны, критикой ложного, там, где, например, одна теоретическая гипотеза, объясняющая угнетение субъекта, может увольняться в пользу более тонкой теоретической гипотезы. Или, возможно, тот субъект, который был в большей степени угнетен, должен предполагать в конце теоретического исследования, как это часто бывает у Батлер, некоторую прибавку своего раскрепощения. И с другой стороны того, что Делез называет истинной критикой, то есть критикой истинных форм, того, что как раз базировалось бы на примате, видимо, сцены, того, что, скажем, это постоянная критика в перспективе постколониализма, простраивающего властных отношений, или того, до какой степени субъект анонимен и как им, собственно, угнетение не схватывается. Как эта критика сама может быть, к примеру, следствием устройства определенного рода, или того, что действует она в очень узкой исторической перспективе. Возможно, опирается на резоны, которые тобой сегодня с вами были обрисованы в виде расщепления означающего и, соответственно, расщепления субъекта. Нельзя ли тогда сказать, что этот план означающих, если все-таки не делить его на истинную и ложную критику, представляет из себя категорию, где если приходится действовать, то с опорой на счет, который бы пикировал те, которые уже находятся в поле. То есть если исследователь обнаруживает перед собой перспективу единицы одного взгляда, скажем, устройства текста, или множественности позиций субъекта, или степени его описания, то не заложено ли уже в обнаруженных им диспозициях то, что он будет затем проделывать, при том, что мы их не называем? Так, если бы ему каждый раз приходилось образовывать новое расположение в этом поле. Не потому, что он бы занимал уже готовый под него слот, например, нового критического взгляда. Или, возможно, допущение быть тексту, не критически его воспринимая, или признавая его достоинство на линии имманентной критики. Потому что с каждым новым произведением, если это действительно произведение, то есть здесь было внесено означающее, образовалась бы также новая диспозиция. Угу. Ты имеешь в виду? А можно я замечу? Я бы заметил, что да, действительно это план имманенции, но, скажем так, я бы предположил, что это план, который может себя повторить, оставаясь при этом имманентным. Это, во-первых. Во-вторых, когда ты заговорил о том, что, скажем, существует некоторая критика постколониального
характера, нам опять-таки приходится говорить о том, что, скажем, есть некоторая критика, и она каким-то образом действует, скажем, она каким-то образом обращается с понятиями. И здесь у меня также возникает вопрос, в какой степени это описание, в этом описании дублируется вот та самая сцена, на которой, с одной стороны, у нас эта постколониальная критика каким-то образом действует, обращается с понятиями, обращается, допустим, с субъектом, а с другой стороны, до какой степени в нашем описании необходимо, чтобы эта постколониальная критика именно таким образом действовала. Да, то есть получается, что мы могли бы обойтись постколониальной критикой как с сценой или устройством текста, к которому обращается уже имманентная критика. Критика, например, истинного типа, истинных форм. Но вместе с этим кажется, что при каждом новом обнаружении означающего это каждый раз новая постколониальная критика. То есть ты имеешь в виду, что вот как раз-таки действие метафоры отца нас заставляет каждый раз все равно вводить, ну, не различия, а создавать новый способ обращения. Но это такая же объясняющая гипотеза, как, например, действие желания и какого-то садизма исследователя. Да, тут же возникает вопрос, действительно ли нам необходимо, чтобы мы подчинялись метафоре отца и так далее. То есть, что за сцена снова перед нами? Да, то есть, и когда мы спрашиваем об этой сцене, нам приходится указывать на то, что здесь все время обнаруживают субъекта как того, которому что-то необходимо. И это можно более или менее точно объяснить. В конце концов, это обычно, с одной стороны, доходит до заявления о том, что любая вербализация или теоретизация положения субъекта — это его собственное угнетение, и поэтому единственное определение, которое он может получить, это определение ускользающего. А с другой стороны, то, что такого рода ускользание — это новый виток и новая форма всеобщего, которую можно просто уволить. Мгм. Ну да, ну то есть, То есть, как бы ты похоже, как говоришь, перед нами что разыгрывается одна и та же история, но она не описывается не потому, что еще не нашелся подходящий исследователь, или потому, что еще не изобретен язык описания, но поскольку м, к ней все время подступается со средствами описания, ее пытаются на что-то употребить или как-то с ней соотнестись. Но можно было бы рассматривать это не как схожие истории, где необходимо сделать новый виток мысли, или, например, удержаться от того, чтобы мыслью или тем самым злосчастным когито охватывать реальность. Или, с другой стороны, выходить на более или менее или универсальные, или сложно простроенные структуралистские позиции и показывать действия самой структуры как разворачивающиеся, например, отношения власти, а не надстраивающиеся друг на друга властные повеления. Тем не менее, здесь действует так, как если бы это дополнительное исследование или этот дополнительный ход не пересобирали все поле заново. То есть что-то заставляет все время удерживать его как то, которое было изначально дано. Или делать вид, как будто бы оно было когда-то изначально представлено. Как, например, то, где есть более или менее усложненная концепция. Поэтому можно осуществить какую-то прибавку. Или все время делают прибавку. И поэтому можно на это обратить внимание. Так, ну что, я думаю, я бы на этом закончил, на самом деле. Я и не планировал проводить что-то максимально длительное. Вот час или около того, мне кажется, совершенно достаточно. Тем более, что к этой теме я 100% еще буду возвращаться на других текстах, каким-то образом пытаясь, ну, может быть, развить то, что я сегодня сказал. Вот. Соответственно, следующий текст, я думаю, будет Агамбан. Суверенная власть и голая жизнь.